Приветствую всех зрителей своего канала, своих подписчиков и просто гостей. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком с Ольгой Головатой». Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть, ссылку вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале мы с вами будем пополнять опять наш плейлист «Шали, бактусы, палантины». И для этого я подготовила очередную шикарную шаль, которая сейчас в картинках плывет перед вами, и поделюсь с вами, как она вяжется. Попетелечно наш мастер-класс будет от первой петельки и до обвязки этой шали. Моя сегодняшняя шаль связана по мотивам узора гортензия. И ссылочку на этот узор, кто хочет посмотреть, как вяжется этот узор прямым полотном, смотрите в правом верхнем углу экрана. Эту шаль я связала из вот такой вот турецкой ангоровой пряжи. Это ангора Gold. Ее метраж в 100 граммах 550 метров. И состав ее 80% акрила и 20% шерсти. Для шали эта пряжа получается легкая, воздушная, пушистая. И на шаль размером от угла до угла ширина 2 метра 12 сантиметров и высота этой шали 109 сантиметров. У меня ушло ровно 4 мотка. Моя шаль в таких размерах весит 400 грамм. И вязала эту шаль я крючком фирмы Тулип номером 1,6 в миллиметрах размер головки крючка. И вязать мы будем этим же крючком, но возьмем пряжу немножечко другую. Я возьму вот такую вот Merino Gold. Это у нас 100 грамм 400 метров, чуть-чуть толще. И 60% мериносовой шерсти, 40% акрила. Этот цвет просто будет немножко удобнее смотреться в камере. Ну и гладкая пряжа всегда лучше видна петелька в камере, нежели пушистая. Ну что ж, предисловие заканчиваем. И теперь давайте беремся за работу. Нашу шаль мы начинаем вязать с нижнего угла. Набираем первую петельку, хорошенько затягиваем узелок и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали цепочку. Теперь эту цепочку замыкаем в колечко. С первой петлей мы делаем соединительный столбик. Под колечко провязываем еще один столбик без накида и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. На этой цепочке от крючка в первую петельку входим, вытягиваем первую петлю, а теперь все остальные мы вытягиваем из-под цепочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. У нас получилось 8 вытянутых петель на крючке и 1 петля еще от цепочки. Подхватываем ниточку идущую и провязываем все эти петли. Теперь провязываем еще раз эту петельку и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в основание. Делаем соединительный столбик. Вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова в первую же петельку от крючка вытягиваем первую длинную петлю
И из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязываем все эти петельки вместе, провязываем, закрепляем нашу вот эту вот фишечку и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Снова возвращаемся в основание, делаем соединительный столбик. Вяжем третью веточку, снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую петельку вытянули петлю и теперь из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали петельки, закрепили и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Опять возвращаемся в основание, провязываем соединительный столбик. У нас уже есть 3 веточки. Теперь вяжем четвертую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять из первой петли вытянули петлю. Теперь из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали эти петельки, закрепили. 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в основание, делаем соединительный столбик. И вяжем последнюю, пятую веточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую петельку вытянули петлю, из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали все эти петельки вместе, закрепили, вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И возвращаемся опять в основание, делаем соединительный столбик. Мы связали с вами первый нижний уголок, первый ряд. Теперь мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем вязание. В вершинку нашего вот этого вот образования провязываем столбик без накида и вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подхватываем следующую вершинку. Точно так же провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подхватываем следующую вершинку и вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, вяжем столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И последняя вершинка, вяжем столбик без накида.
С этой стороны у нас была цепочка из 8 воздушных петель, значит и эту сторону нам нужно тоже закрыть. Делаем 1, 2, 3, 4, 5, накидом на крючок, заходим в основание и провязываем столбик с 5 накидами. Провязали и закрепили петельки вместе. И мы с вами связали первый раппорт, и это угол нижний нашей шали. Теперь отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем вязание. Делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. И между первым и вторым лепестком заходим под арочку, провязываем столбик с 3 накидами и закрываем его. Снова 3 накида на крючок. 1, 2, 3. В следующую арочку снова провязываем столбик с 3 накидами и закрыли его. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Оставляем эту петельку. Возвращаем крючок вот в эту петлю над первым столбиком с 3 накидами. Подхватываем оставленную и делаем соединительный столбик. У нас получилось колечко. Входим крючком в это колечко. Вяжем столбик без накида. Мы сделали основание для нашего веера. И теперь вяжем очередной веер. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую петельку вытянули петлю. Дальше идет из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали все эти петли, закрепили и теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся вот наше основание, наше колечко. Делаем соединительный столбик. Снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первую петельку вытягиваем петлю из-под цепочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязываем все эти петельки, закрепляем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в основание, делаем соединительный столбик. Имеем уже 2 веточки, вяжем третью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первую петельку вытянули петлю из-под цепочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали все эти петельки, закрепили. И теперь 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Возвращаемся в основание, соединительный столбик. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Первая петля из-под цепочки. 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 8. Провязали вместе, закрепили и 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вернулись в основание, сделали соединительный столбик. У нас уже есть 4 веточки, нам нужна еще 5. Мы связали опять веер. 1, 2, 3, 4, 5 веточек. И теперь отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Эту петельку оставляем. Входим в вершинку последней веточки. Подхватываем петлю и протягиваем через вершинку. Вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Всего количество петель в общей этой цепочке у нас получается 11. Теперь подхватываем предыдущий веер, центральную веточку, и над ее вершинкой провязываем столбик без накида. Мы связали второй раппорт в высоту и уголок сразу с расширением на угол нашей шали. Теперь вяжем следующий раппорт. Вяжем отсюда 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Заходим в первую же арочку и провязываем столбик с 3 накидами. Провязываем эти петли вместе. Снова 3 накида на крючок. И со следующей арочки снова вяжем столбик с 3 накидами. Связали. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Оставляем эту петельку. Возвращаем крючок над первым столбиком с 3 накидами. Вот эта петля, и протягиваем оставленную петельку. У нас замыкается колечко. Это колечко — это основание для нашего следующего веера. Мы под колечко вяжем столбик без накида. И теперь вяжем следующий веер. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставляем эту петельку и отсчитываем на вот этой вот цепочке, которая у нас была из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, и в 4 петлю присоединяем нашу оставленную петельку. И теперь мы вяжем из-под этой цепочки наш лепесточек нашего веера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали эти вытянутые петли, закрепили и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в основание, делаем соединительный столбик. Снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь у нас из первой петельки идет вытянутая петля, и из-под цепочки идет вторая вытянутая, третья,
4, 5, 6, 7 и 8. Провязали все эти петли вместе, закрепили 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Вернулись в основание, сделали соединительный столбик. Из этого основания мы вяжем еще 3 вот таких же лепестка. Это у нас должен быть тоже полный веер на 5 этих лепестков. Вяжем самостоятельно. Ну вот мы связали второй полный веер в этом ряду, закрепили его в основании, и отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем вязание, делаем второй ряд этого раппорта. В вершинку заходим, провязываем столбик без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Следующая вершинка, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, вяжем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И последняя вершинка. Мы вяжем тоже в вершинку столбик без накида. Между веерами вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. И опять заходим уже в следующий веер. Первая вершинка, вот она. Провязываем столбик без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять подхватываем следующую вершинку веера, провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, снова столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И следующая вершинка тоже столбик без накида. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И снова вершинка. Вяжем столбик без накида. И снова мы заканчиваем ряд. Мы здесь делаем 1, 2, 3, 4, 5 накидов на крючок. Возвращаемся в основание нашего веера и провязываем столбик с 5 накидами. Провязали столбик и закрепили его с ведущей петлей. И мы с вами связали уже 2 раппорта. И с каждым раппортом наши веера будут увеличиваться в ряду на 1. Давайте мы повторим хотя бы еще один раппорт. Подхватываем петельку. И мы снова отсюда вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем вязание. Опять делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Из-под первой арочки вяжем столбик с 3 накидами. Провязали эти петельки. Снова 1, 2, 3. Следующая арочка, вяжем столбик с 3 накидами. И провязываем эти петельки вместе. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Оставляем эту петельку. Возвращаемся в петлю над первым столбиком с 3 накидами. И протягиваем эту петельку. У нас получается основание для веера. Входим в это основание, провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 8 воздушных петель.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и 8. На цепочке в первой петельке вытягиваем петлю и теперь из-под цепочки вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. Провязываем эти петельки, закрепляем и вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три и 4. Возвращаемся крючком в основание, делаем соединительный столбик. Итак, в это основание мы провязываем еще 4 вот такие вот веточки, вяжем этот веер самостоятельно. Снова связали угловой веер, 5 веточек, раз, два, три, четыре, 5. Закрепили последнюю веточку в основании, отсюда вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 и 8. Оставили петельку, зашли в вершинку последней веточки и протянули оставленную петельку. Теперь вяжем еще 3 воздушные петли. Раз, два и 3. И подхватываем наш первый веер предыдущего раппорта. Вот наша третья веточка центральная. Над вершинкой вяжем столбик без накида. Вот у нас опять есть угловой веер. Вяжем теперь следующий. Вяжем 11 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И вот в этой выемке теперь у нас получится очередной веер. Делаем 3 накида на крючок. Раз, два и 3. Сразу же арочка. Вяжем столбик с 3 накидами. Провязываем его. Снова 3 накида на крючок. Следующая арочка. Столбик с 3 накидами. Провязываем. Раз, два, три. Теперь вот эта вот маленькая перемычка из 3 воздушных петель. Отсюда мы тоже вяжем столбик с 3 накидами. Провязали. Дальше раз, два, три. Следующая арочка. Столбик с 3 накидами. И провязали. И еще один. Раз, два, три. Следующая арочка. Вяжем столбик с 3 накидами. Провязали. У нас получается цепочка из 11 воздушных петель и раз, два, три, четыре, 5 столбиков с 3 накидами. Отсюда мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4 и 5. Оставляем петельку. Над первым столбиком с 3 накидами находим петлю. Вот она. И эту петельку протягиваем. Возвращаемся в колечко, провязываем столбик без накида и вяжем цепочку из 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставляем петельку этой цепочки. Цепочка из 11 воздушных петель. От начала считаем раз, два, три. И в 4 петельку мы протягиваем оставленную петлю. И под вот эту вот цепочку мы вяжем первую веточку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали все петли вместе, закрепили, вяжем 4 воздушные петли. Раз, два, три и 4.
входим в основание, делаем соединительный столбик. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. У нас вяжется вторая веточка. В первую петельку вытянули петлю, теперь вытягивается из-под цепочки вторая петля, третья петля, четвертая петля, пятая петля, шестая, седьмая и восьмая. Провязали все петли вместе, закрепили. И 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Вернулись в основание, сделали соединительный столбик. Так, из этого основания вяжем еще 3 веточки. Вяжем их самостоятельно. Мы с вами связали уже 2 веера 3-го раппорта. Вот мы закончили тоже 5 веточек. И отсюда подхватываем петельку, мы закрепили в основании. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставили петельку. Последние веточки зашли в вершинку, протянули петельку. Вяжем еще 1, 2 и 3 воздушные петли. Подхватываем следующий веер. Отсчитываем 1, 2. Вот наша третья центральная. Над центральной вяжем столбик без накида. И снова вышли на угол. Вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 3 накида на крючок. Сразу же из первой же арочки вяжем столбик с 3 накидами. Провязываем его. Еще раз. 1, 2, 3. И со следующей арочки вяжем столбик с 3 накидами. Связали. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Оставили петельку. Вернулись вот в эту петлю над первым столбиком с 3 накидами и протянули эту петельку. У нас есть уже основание для углового веера. Заходим в это основание, провязываем столбик без накида и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Возвращаемся к нашей цепочке из 11 воздушных петель. Считаем 1, 2, 3. В четвертую петельку входим, протягиваем оставленную петлю. Из-под этой цепочки вяжем первую веточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Закрыли эти петли, закрыли еще раз саму петлю. И теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Вернулись в наше основание, сделали соединительный столбик. Это была первая веточка. Теперь вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первую петлю цепочки вытянули петлю. Теперь вторая из-под цепочки, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Закрыли эти петли. Еще раз петлю закрыли и вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Вернулись в основание. Сделали соединительный столбик.
Мы связали уже 2 веточки этого веера и вяжем еще 3, вяжем их самостоятельно. Связали еще 1 угловой веер, и теперь мы отсюда вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд раппорта. Каждую вершинку провязываем столбик без накида, и между вершинками у нас 6 воздушных петель. Между веерами у нас должно быть 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. И опять перешли в следующую вершинку, уже следующий веер. Опять вяжем между вершинками по 6 воздушных петель. Между веерами у нас 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим на следующий веер опять. Первая вершинка, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последняя вершинка, провязываем столбик без накида и делаем подъемный столбик, дабы завершить ребро. 1, 2, 3, 4, 5. 5 накидов на крючок и провязываем столбик с 5 накидами. Провязали и закрепили 2 петельки вместе. Мы с вами завершили уже 3-й раппорт. И думаю, что этого будет достаточно, чтобы вы понимали, как вяжется угол этой шали. Отсюда мы снова вяжем 8 воздушных петель, столбик с 3 накидами, столбик с 3 накидами, делаем основание и вяжем угловой веер. Вот что у нас получается в итоге, но правда еще в неглаженном виде. Ну и с этого момента, я думаю, что можно уже показать вам, как обвязывается эта шаль. Но для этого я пойду все-таки немножечко вот это вот подглажу, приду и будем довязывать с вами уже ребра этой шали, делать обвязочку.